Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь. Это я тебе обещаю. Ну а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! Посмотри на это. Ё-моё, ты тоже это видишь? Дым из пальцев. Как такое возможно? Я расскажу секрет этого фокуса, но это будет чуть позже. А пока мы едем дальше. Не знаю, как коту, а себе я точно забот уменьшил, когда все-таки приучил его делать свои дела в унитазе. Сразу хочу отметить, что сам процесс весьма хлопотный, но только в плане того, что кошке нужно время. Мы разместили накладку на унитазе, насыпали привычный для него наполнитель и для запаха добавили немного наполнителя сладка. Кот сразу понял, что именно здесь ему нужно делать свои дела. В этот момент старый лоток обязательно необходимо вынести из квартиры. Минус – это то, что унитаз занят этой системой, и чтобы самим сходить в туалет, нужно каждый раз все снимать и ставить на место. А вот обучение длилось около 4 месяцев. В последние годы все большую популярность приобретают простые средства оказания первой помощи проколотым покрышкам – герметики для шин. Это специальная жидкость, которая заливается внутрь покрышки и изнутри заклеивает прокол. После введения жидкости необходимо на небольшой скорости, в пределах 50 км в час, проехать пару километров. В таком режиме движения жидкость равномерно распределится по внутренней поверхности покрышки, что позволит исключить разбалансировку колеса. Это система выравнивания плитки. Эти зажимы регулируют толщину шва, а клинья крепко фиксируют плитку, не давая ей гулять, что обеспечивает ровную укладку. После высыхания плиточного клея зажимы сбиваются деревянным молотком, они больше не пригодятся, а клинья можно использовать повторно. Швы затираются, в результате пол был закрыт плиткой в рекордно короткие сроки. Данная система очень помогает при укладке, но не надо наивно думать, что она сама уложит плитку ровно. Это перчатки с защитой от порезов. Поверьте на слово, следы от порезов действительно не остаются. Но резать нужно без фанатизма. Просто проводить, слегка нажимая лезвием по материи туда-сюда и в разных местах. Это если ты вдруг проверить их захочешь. А то большинство обзорщиков на прочность их топориком проверяют. Естественно, они порвутся. Как говорится, с дуру можно их сломать. В общем, они рассчитаны на случайные порезы, а не на удары топором. Радиатор – это один из основных элементов системы охлаждения. От его состояния полностью зависит то, как двигатель будет охлаждаться. Спустя некоторое время эксплуатации соты могут повреждаться или загибаться. Если они повреждены, то придется покупать новый радиатор, но если они всего лишь погнулись, их можно восстановить. Эта щетка не сделает тебе новый радиатор, но мелкие повреждения исправит. Пластик крепкий, для радиаторов самое то, не землю ж ей копать. Для сплит-системы кондеров – то, что нужно. Мой кот тот еще рудокоп, наполнитель по всей квартире, задолбались уже пылесосить за ним каждый день. Ходить во что-то кроме гранул усатик отказывается. Этот коврик – просто спасение. Запах резины, конечно, головокружительный, но, к счастью, выветрился за день на балконе. Коврик состоит из 3 частей. 2 верхние половинки соединены с нижней резиновой основой липучкой. Песок из лотка собирает хорошо. Есть незначительные песчинки, которые все же прорываются наружу, но не в таком количестве, как без коврика. Покупкой очень доволен. Посылка пришла через 2 недели. Отправляли с деком. А этот товар для тех, у кого в комплектации авто нет кнопок для управления магнитолой. Питаются они от батареек. Чтобы кнопки заработали, необходимо подключить блок управления к магнитоле. Делается это достаточно легко. После того, как все подключили, необходимо обучить магнитолу работать с кнопками. Как это сделать, нужно читать мануал магнитолы. После того, как все настроено и работает, кнопки можно прикрепить на руль. Крепятся они с помощью двустороннего скотча. В очередной раз прочитал в новостях об отравленных угарным газом и еще состоящими дыбом волосами, заказал этот датчик. После беглого прочтения инструкции вставил батарейки и был оглушен его писком. Звук такой, что если ночью он вздумает тебя спасать, то те, у кого слабое сердце, могут и не проснуться. Прибор стоит у меня уже 6 месяцев и работает без сбоев. Время от времени я его проверяю, мало ли что. Проверяю при помощи свечи, зажигаю ее, держу недалеко от датчика, по прошествии небольшого количества времени он срабатывает. Это микроскоп для телефона. Товар пришел в течение месяца. Коробочка цветная, но хлипкая. Указана кратность увеличения 60. Прибор крепится к телефону с помощью прищепки. Даже если много света, советую включить подсветку. Фокус лучше срабатывает на телефоне.
Подсветка двух видов. Одна для просмотра основной массы объектов, другая для проверки подлинности денег в ультрафиолете. Ну а что ты будешь смотреть, зависит только от твоей фантазии. Вещь недорогая. Первое время я смотрел все подряд, а потом как-то убрал в ящик и забыл вовсе. Это анатомические модели разных животных. Полный комплект состоит из 30 деталей. Для правильной сборки модели предусмотрена брошюра с описанием и назначением внутренних органов и частей тела. Также в комплекте предусмотрена подставка, чтобы финальная сборка могла занять свое законное место где-то на полке. Если что, время сборки занимает 4 минуты 30 секунд. Но это если ты уже знаком с элементами, а вот человек, который увидел впервые, собрал почти за 11 минут. Не скажу, что я любитель ужасов, но этот ковер меня заинтересовал. Правда, белизну коврика несколько омрачают кровавые отпечатки ступней. Эй, кто это был в моей ванной? Что здесь вообще произошло? А где труп? Мамочки! Короче говоря, кровавые следы на этом коврике появляются от мокрых ног, а после высыхания кровавые пятна бесследно исчезают. Серьезно, вот смотришь на этот коврик и думаешь, прям хоть пранк снимай и на YouTube заливай. Этот танк просто поражает воображение. В нем почти все сделано из металла, за исключением нескольких мелких элементов. Его можно рассматривать часами. Машина имеет вес в 60 килограмм и может уверенно передвигаться по любым покрытиям. Танк едет во всех направлениях и может разворачиваться на одном месте. И, конечно же, танк воспроизводит реалистичные звуки при движении и выстрелах. А еще на нем установлен генератор дыма для еще большей реалистичности. А знаешь, сколько он стоит? Думаешь, это обычный кошелек для мелочи? Не-а. Этот кошелек способен в буквальном смысле растворять деньги. Вроде бы они были, а теперь их нет. Также он может превратить мелочь в бумажные деньги или может превращать любой мелкий предмет в любой другой. И что самое интересное, человек, которому ты показываешь этот фокус, может открывать и закрывать кошелек сам. Он ничего в нем не найдет. Кто знает, в чем секрет, пишите в комментариях. А это у нас воздуходувка. Используется для продувки и очистки компьютерной техники. Многие скажут, почему бы просто не запустить CCleaner. Не-не-не, боюсь, тут он нам точно не поможет. Разгоняется аж до 16 тысяч оборотов. Если направить на руку, то кожу прилично так сдавливает. Кстати, нужно аккуратно использовать там, где есть кулеры, так как они заводятся до воя и можно повредить механизм. При очистке блоков питания лучше также через отверстие решетки зафиксировать лопасть, чтобы вентилятор не вращался. Это электробритва от Xiaomi. На ней расположена одна единственная кнопка, которая включает и выключает прибор. Включенная бритва издает не очень громкое, но противное жужжание. А вот на деле бритва оказалась совершенно бесполезной вещицей. Пользоваться ей неудобно, недостаточно хорошо бреет, плохо очищается лезвие. Не могу сказать, насколько хватает заряда, так как пользовались ей всего один раз и положили назад в коробочку. Для повседневного использования совершенно не подходит. А это крючковяз для рыбака. Сразу освоил его перед рыбалкой. Справился за 15 минут. Помог мне в этом переводчик Google, потому что на русском языке инструкции не было. Схематично показано, но перевод все равно нужен. Естественно, перевязал на все удочки новые крючки. Взял его с собой на рыбалку, но он в этот раз не пригодился. Хотя каждый раз во время ловли то зацепы, то просто крючок затупится. Кстати, придется докупать 2 пальчиковые батарейки, так как в комплект они не входят. А это у нас детский коврик-пазл. Основное преимущество в том, что пазлы легко поддаются трансформации. Их можно подрезать и воткнуть даже в самое сложное место. Плиточки пришли целыми, нигде ничего не погнулось и не сломалось. Запах китайщины немного был, но после мытья он исчез. Толщина каждой плитки примерно 1 сантиметр. Этого вполне достаточно, чтобы комфортно на нем сидеть и не мерзнуть. А там как фантазия работает. Можно собрать прямоугольник или квадрат, а может какую другую фигуру из этих цветных квадратиков. Только купил новенький смартфон, и тут... Твою мышь, это же был новый смартфон, я даже до дома с ним дойти не успел. Это в некотором роде чудо-жидкость, которая спасает телефон от подобных ситуаций. Для начала нужно обработать смартфон спиртовой салфеткой. Затем приступить к следующему шагу – пропитать экран смартфона специальной салфеткой из набора. После нанесения останутся разводы. Это нормально. Спустя 5 минут нужно отполировать телефон и устранить все следы развода от жидкости другой салфеткой из набора. Вот и все.
Это хорошо продуманный портативный насос. Работает он даже без внешнего источника питания, потому что у него есть собственный аккумулятор. Качает нормально, по крайней мере, лучше, чем вручную велосипедным насосом работать. Правда, орёт громко, так что не пугайтесь, сам чуть не выронил. Это, пожалуй, единственный минус. А так, огонь. Продавец сначала дал неверный трек-номер, но потом сообщил правильный. Доставка медленная, около 40 дней. Это ниточный эпилятор. Неплохо так удаляет тонкие, пушковые, длинные или средней длины волоски. Толстые и короткие пеньки не возьмет. Волос должен быть мягким, чтобы нитка зацепила его. Зона обработки максимально ровная. Чем больше рельеф, тем труднее будет извернуться. Из минусов нитка рвется быстро, но на самом деле ее легко заменить на обычную нитку. И приноровившись, сделать это можно достаточно быстро. По сравнению с эпиляторами пинцетного типа процесс идет намного медленнее, но и менее болезненно. Это беспроводной ресивер, который превращает проводные наушники в беспроводные. Качество звучания весьма неплохое, тут больше зависит от наушников. По громкости прокачивает хорошо, но где-то на 15% тише, чем при подключении наушников проводом напрямую. В случае высокоомных наушников возможны проблемы с громкостью. Каналы левый-правый не перепутаны, это радует, у китайцев такое часто случается. В общем, это неплохой вариант перейти на беспровод, особенно для фанатов Xiaomi. Это некое клеймо для мяса. Особой полезности в нем не нашел, разве что можно оставить в нем свой автограф и почувствовать себя шеф-поваром и не более. Надпись можно составить любую, так как в комплекте прилагается набор и, как назло, на инглише. А значит, если ты захочешь написать то слово, что частенько пишут на заборах, у тебя не получится. Короче, хлам, а возможно, кого-то заинтересует. Я сомневаюсь. Это необычная игрушка, если, конечно, можно назвать это игрушкой. В общем, это 4-цилиндровый двигатель в виде конструктора. Поставляется он в разобранном виде, и, естественно, его придется собрать. Самому, так как в этом вся и фишка. Конечно, не каждому хватит сил, терпения и нервов, чтобы собрать это чудо. Я уверен, в голову обязательно придет мысль, а не выкинуть ли все это в помойку. Но если у тебя все же стальные нервы, ты обязательно доведешь дело до конца. А ну-ка, друзья, признавайтесь, у кого из вас стальные нервы, кто из вас не раздражается и всегда все делает спокойно? Жду ваших комментариев. Это отбеливающие полоски для зубов. В упаковке 20 пачек, и в каждой пачке по 2 полоски. Та, что побольше, накладывается на верхнюю челюсть, а та, что поменьше, на нижнюю. Полоски нужно наносить только на нечищенные зубы. Это очень важно. Наклеиваем их и ждем 30 минут. Затем снимаем и чистим зубы. Потом рекомендую наносить гель Rox. Это для укрепления зубов. С первого раза хорошо осветляет. Возможно, кому-то и одной пачки хватит. И помните, что любое отбеливание вредно для зубов. Да, написано, что эти полоски безвредны для эмали, но на самом деле это не так. Не верите мне? Сходите к стоматологу, он вам все про это расскажет. Защита от пробоев. Она помогает снизить шанс пробоя покрышки, защитить обод и улучшить катание, позволяя снизить давление в покрышках. Выпускается в 4 вариантах ширины под кантри, эндуро, плюсовые и фэты. При установке требуется отрезать проставку по длине, проделать отверстия с обоих концов и стянуть их стяжкой, которую потом нужно закрыть изолентой. Кстати, она входит в комплект. Конечно, как и любая другая вещь, она не вечная. Проставка рассчитана на 2000 часов катания. А там зависит от вас и того, как вы катаетесь. О, держись за спинку стула, ибо ты сейчас реально с него свалишься. Это автомобиль, и его можно купить на AliExpress. Ё-моё. Понятное дело, что он стоит безумных денег, и никто его никогда не купит. Но посмотри, что он может. Кстати, управляется он педалями, как на велосипеде. И, в принципе, это и есть велосипед, только с крышей. Я всегда думал, что самый маленький автомобиль – это Smart Fortwo. Но теперь я понимаю, что это не так. Это головоломка из металлических прутьев. Металл не гнется, это плюс. Мы несколько раз пытались силой разобрать головоломку. Не вышло, и хорошо. Надо думать, а не ломать. Кажется, ничего сложного нет, но это не так. Мучились несколько часов, однако получилось. Сразу вспомнил детство, когда подобные вещи, но из гвоздей соток приносили одноклассники, и мы все уроки напролет пытались расцепить гвозди. Продавец, правда, заставил понервничать тем, что по треку посылка шла не на тот адрес. В итоге она все-таки пришла. Это электрический разветвитель.
Главная особенность – возможность придания ему любой формы. Каждая розетка находится как бы на отдельном своем шарнире, и вся конструкция может изгибаться как змея, что позволяет, например, согнуть его вокруг стула. Одно плохо. Вилки, на которые рассчитаны эти удлинители, у нас не используются, но китайские друзья должны исправить положение в скором времени. Конечно, можно использовать специальные переходники, но это уже будет не то. Это небольшая антистрессовая магнитная игрушка. Товар был упакован в обычный пакет, без каких-либо уплотнителей. Китаец попался бесстрашный. Результат – коробка в хлам. А вот вращается игрушка достаточно долго, в зависимости от того, как аккуратно получится раскрутить. Если сделать это нечетко, то волчок будет болтаться в разные стороны, но оставаться зависшим в воздухе. После остановки он еще длительное время находится в колебательном состоянии. Когда она стоит на столе, то ее так и хочется покрутить. Из минусов могу сказать лишь про плохую упаковку. Есть люди, которые круглые сутки не выпускают из рук смартфон, держа его около себя во время еды, в туалете и даже в ванне. Теперь специально для таких людей, поехавших на мобильных устройствах, выпустили занавеску для душа, которая имеет аж целых 12 карманов. Такое количество – явный перебор. Всем людям с головой хватило бы 7-9 штук, из которых половиной все равно не будут пользоваться. Я уверен, каждый из нас ненавидит чистить рыбу. Лично я предпочитаю выловить ее и отпустить, да потому что неохота потом очищать всю кухню от чешуи. Недавно на глаза мне попался этот гаджет. Стоит он всего $1, и, стоит признаться, чистит он довольно хорошо. Щуку, карася и даже судака. Конечно, вид устройства не внушает доверия, но работает на 5. Это набор палеонтолога. Смысл этого набора в том, что нужно, как настоящий палеонтолог, аккуратно раскопать динозавра, а потом его собрать. Для этого в наборе есть все нужные инструменты. Зубило, молоточек, ванночка, куда складывать кости динозавра, а самое главное – гипс, чтобы кости можно было повторно залить и повторить процедуру раскопок. Плюсов в этом наборе много, а вот минусы – это то, что ребенок в некоторые моменты не справился без помощи взрослых, и еще один – уж очень много мусора от штукатурки. А это у нас необычный робот. Он умеет говорить, имитируя человеческие движения ртом. Когда роборот слышит через микрофон незнакомый звук, он определяет набор движений, необходимый для его воспроизведения, и затем произносит его. Когда это происходит в частях, которые соприкасаются с ртом, возникает резонанс. Двигая ртом, робот изменяет объем воздуха в полости и произносит звуки. Когда мы нервничаем, скучаем и не знаем, чем себя занять, мы грызем ногти, щелкаем пальцами, ну а самые продвинутые, конечно же, крутят спиннер. Ну нахер. Согласен, но этот спиннер отличается от других. Не знаю, заметил ли ты или нет, но, по-моему, он безумно смахивает на логотип Steam. А так, по сути, это обычный спиннер. Правда, иногда кажется, что он рушит все законы физики. Это магнитная щетка. Забрасываешь внутрь сосуда маленькую часть, примагничиваешь ее сквозь стеклянную стенку и начинаешь чистить. Не замена ёршику, конечно, но чистит в принципе неплохо. Магнитик достаточно сильный, но скруббер определенно не стоит таких денег. Красная цена – полтинник в базарный день. Доставка супер быстрая, 2 недели до Москвы. Щетка грязная была, будто ее на полу где-то хранили. Автомобильное одеяло с подогревом. По сути, обычное одеяло, внутри которого расположены нагревательные элементы. Работает от автомобильного прикуривателя. Одеяло имеет 2 режима работы – стандартный и интенсивный. Также имеет встроенную функцию автоотключения через 30 и 45 минут, что очень удобно, если пользователь заснул. Нагревается не быстро, но в целом вещь полезная для тех, кто часто по ночам в машине. Кстати, есть еще и домашнее одеяло, питается от розетки. Не так давно приобрел магнитный кабель для зарядки своего телефона с отсоединяющейся головкой. Кабель длиной в 1 метр, но можно купить и на 2 метра, идет в нейлоновой оплетке и в меру жесткий. Телефон заряжается хорошо, магнит держит уверенно и не выпадает от обычной нагрузки. В пользовании у меня уже больше месяца, и нареканий никаких нет. Итак, возвращаемся к фокусу «дым из пальцев». Покупать ничего не нужно. Всего-то нужен черкаш от спичек. Отрезаем небольшой квадратик, поджигаем его и кладем на поверхность. После сгорания под ним появится маслянистая густая жидкость, которую необходимо нанести на пальцы. Если потереть эту жидкость на пальцах, появится дым, интенсивность которого зависит от трения. Вот и весь секрет.
Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy A80? Тогда принимай участие в конкурсе. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет! А вот и победитель конкурса из прошлого выпуска. Поздравляю тебя, смартфон твой! Напиши нам в ВК свой адрес, и мы отправим его. Ждем тебя!